Последнее супервулканическое извержение Йеллоустоуна произошло 640 тысяч лет назад. И это было задолго до того, как Homo sapiens появился на свет. Но мы существовали во время другой, не менее разрушительной природной катастрофы. Это супервулканическое извержение произошло на острове Суматра примерно 74 тысячи лет назад. Тогда извергающийся супервулкан сеял хаос на огромных территориях, выбрасывая столбы обломков и пепла, которые расходились на тысячи миль и вызывали резкое падение температур на планете. Последствия этого супервулкана были заметны даже на юге Африки. Эксперты полагают, что они могли повлиять на ранних людей там. К моменту извержения наши предки уже использовали каменные орудия и, вероятно, умели добывать огонь. Некоторые специалисты даже считают, что супервзрыв Тоба был настолько мощным, что мог поставить наших предков на грань вымирания. Они утверждали, что Тоба может быть крупнейшим вулканическим извержением на Земле за последние 2 миллиона лет. Извержение выбросило такое количество пирокластической породы, что его хватило бы, чтобы покрыть всю территорию Соединенных Штатов слоем высотой с одноэтажный дом. Примерно треть этого осадка накопилась на Северной Суматре, а гораздо большая часть оказалась на дне Индийского океана. После супервзрыва образовалось эллипсоидное кальдерное озеро длиной около 60 миль. Кальдера настолько велика, что трудно почувствовать, что ты действительно находишься в вулкане. Толщи пемзовых отложений от извержения видны в стенках каньона и уходят глубоко под землю. В количестве пемзы и пепла, участвовавших вот в этом бедствии, споров почти нет. Вместе с тем эксперты не уверены, сколько серы попало в атмосферу. Даже некоторые серные слои в полярных льдах могут быть потенциальными кандидатами, но пока ученые не нашли связи между ними и тобой. Но вернемся к драматическому влиянию супервзрыва на ранних людей. Оказывается, некоторые из них не только выжили, но даже преуспели после этой природной катастрофы, если судить по артефактам, созданным ими во время и после извержения. Бедствие могло не представлять серьезной угрозы для тех наших предков, кто укрылся вдоль побережья. Генетические данные указывают на то, что современные люди происходят от нескольких тысяч человек, вышедших из Африки примерно 60 тысяч лет назад. Почему всего несколько тысяч? По мнению некоторых экспертов, остальные наши предки могли быть уничтожены извержением Тобы. В конце концов, супервулкан в одно мгновение выбросил 1000 кубических миль пыли и камня, оставив на поверхности кратер диаметром в десятки миль. Весь тот пепел и серу, выброшенные тобой в атмосферу, возможно, охладили поверхность планеты, что привело к образованию ледников и понижению уровня Мирового океана. И поскольку Тоба, возможно, сыграла важную роль в формировании человечества, ученые усердно пытаются понять, как именно ранние люди отреагировали на эту катастрофу. В 2011 году несколько исследователей обнаружили загадочный образец почвы в Пинейкл-Пойнт в Южной Африке, археологическом памятнике с видом на Индийский океан. В этом образце был вулканический пепел. После изучения slow motion они нашли более 400 тысяч артефактов, оставленных ранними людьми. Это были и термически обработанные каменные орудия, и признаки костра, и животные кости. На основании этого открытия команда предположила, что ранние люди на побережье Южной Африки процветали после извержения, жили в этой области тысячи лет и совершенствовали свои орудия. Регион мог служить убежищем во время и после извержения Тобе-Непубе. Исследование 2009 года предположило, что извержение могло понизить глобальные температуры на 14 градусов по Фаренгейту, около 7,8 градуса по Цельсию. Это сделало бы
выживание особенно тяжелым в других районах Африки. Если бы наступила вулканическая зима, вдоль побережья она не была бы такой суровой. С другой стороны, более новые исследования утверждают, что Тоба выбросила в атмосферу столько серы, что образовавшиеся аэрозоли могли слепляться в более крупные частицы, что ограничивало бы их долгосрочный охлаждающий эффект. Другими словами, сразу после извержения температуры могли резко упасть, но лишь в некоторых регионах, а через примерно 3 года последствия извержения могли заметно ослабнуть и перестать быть опасными для людей. Видимо, здесь требуется больше исследований. Между тем разберемся, стоит ли сейчас опасаться каких-то вулканов. В прошлом году тысячи небольших землетрясений встряхнули Землю вблизи геотермальной станции Фаградалсфьяль в Исландии. Магма поднялась близко к поверхности и образовала широкие трещины, прорезающие маленький город Гриндавик. Земля там все еще вздувается, и извержение может произойти с малым предупреждением. Но, конечно, это не все. По планете продолжают булькать еще около 45 вулканов. Например, знаменитый итальянский Везувий, тот самый, что погубил Помпеи в 79 году нашей эры. За последние 17 тысяч лет вулкан пережил 8 взрывных извержений, сопровождавшихся мощными пирокластическими потоками, плотными массами раскаленного пепла, фрагментов лавы и газов, движущихся на большой скорости. Его последнее извержение случилось в 1944 году. Гора Рейнир, Маунт Рейнир – один из самых опасных вулканов США. Его высокая высота, химический состав, близость к пригородам Сиэтла и Такамы, а также способность вулкана порождать массивные пирокластические потоки делают Рейнир серьезной угрозой. Тепло от этого вулкана потенциально может растопить покрывающий его лед и снег, вызвав быстрые потоки обломков, грязи и камней вниз по склонам. Вулкан Нова-Рупта в национальном парке Катмай на Аляске образовался в результате извержения 1912 года, самого крупного в 20 веке. Вулкан выбросил почти 7 кубических миль пепла и обломков в воздух и породил настолько мощный пепловый поток, что образовалась долина 10 тысяч дымов. Гора Пинабу, Маунт Пинатубо, расположена в густонаселенном регионе Филиппин. Она получила нотариати после мощного извержения в 1991 году, которое было вторым по силе в 20 веке. В той природной катастрофе погибло более 700 человек. Сегодня более 21 миллиона людей живут в радиусе 62 миль от Пинабу. Маунт Мерапи, постоянно извергающийся вулкан в Индонезии, последний раз имел крупное извержение в 1963 году. Это было одно из самых трагичных извержений в истории страны. Оно длилось 11 месяцев, породив выпадение пепла и пирокластические потоки, которые унесли более 1000 жизней и нанесли серьезный ущерб имуществу. После извержения в ноябре 2017 года, в 2018 году над вулканом все еще поднимались шлейфы пепла. Японская гора Фудзи не извергалась с 1707 года. В том году, вероятно, массивное землетрясение ее разбудило. В 2014 году эксперты предупреждали, что Фудзи может быть под угрозой нового извержения после землетрясения магнитудой 9, которое потрясло Японию в 2011 году. Ученые считали, что землетрясение повысило давление под Фудзи. Извержение 1707 года выбросило столько пепла и обломков, что они достигли Токио. Если Фудзи снова извергнется, это затронет более 25 миллионов человек в прилегающих районах.
Извержение Маунт Сент-Хеленс, вулкан Святой Елены в штате Вашингтон в 1980 году, было одним из самых разрушительных вулканических событий в истории США. В той катастрофе погибло 57 человек, а также тысячи животных. Было уничтожено около 200 квадратных миль леса. Эксперты считают, что история мощных извержений у горы Сент-Хеленс означает, что будущие катастрофы возможны. Следующее взрывное извержение может разнести большие объемы пепла по всему Тихоокеанскому северо-западу, поэтому вулкан тщательно контролируют. Один из самых активных вулканов Индонезии, Мерапи, Маунт Мерапи, извергается веками. НАСА утверждает, что наибольшую угрозу от этого вулкана представляют пирокластические потоки, которые могут распространяться на огромные территории и причинять вред множеству людей. В январе 2024 года Мерапи снова проявил активность, выбрасывая столбы дыма в небо. Сегодня более 24 миллионов человек живут в районе, прилегающем к этому вулкану. Крупнейшие супервулканы нашей планеты пробуждаются. Когда они извергаются, вы обязательно это заметите, даже если живете в 1000 миль от эпицентра. Ученые опасаются, что у нас может не быть достаточно времени, чтобы подготовиться и справиться с последствиями супервзрыва. Небольшая вулканическая активность наблюдается и вблизи итальянского города Неаполь. И нет, это не знаменитый Везувий, а другой вулкан. Его труднее увидеть, поскольку у него нет высокой вершины, как у Везувия. Но не позволяйте этому обмануть вас. Он может быть гораздо опаснее своего гигантского соседа. У него есть огромная кальдера диаметром около 8 миль. Этот вулкан называется Кампи Флегреи. И на самом деле является одним из крупнейших вулканов Европы, расположенным под городом Позуоли. Кампи Флегреи извергался 39 тысяч лет назад с таким взрывом, что пепел разнесся по всему Средиземноморью. Он также вызвал падение температуры более чем на 16 градусов по Фаренгейту, около 8,9 градуса Цельсия в Восточной Европе. Это было крупнейшее вулканическое извержение в Европе за 200 тысяч лет. С тех пор Кампи Флегреи имел более мелкие извержения, последнее из которых произошло в 1538 году. Сейчас район усеян небольшими кратерами, горячими источниками и бурлящими бассейнами. Все это доказывает, что вулкан остается живым и продолжает вариться. С начала 2000-х годов почва в гигантской кальдере и прилегающем городе постепенно поднимается примерно на 1–1,5 дюйма в год. В последнее время было не менее 150 землетрясений, сотрясших этот супервулкан. В мае 2024 года в районе произошло землетрясение магнитудой 4,4, крупнейшее за последние 40 лет. Жителям приходилось покидать дома и ночевать в палатках, опасаясь новых толчков. Никто не знает, как поведет себя Кампи Флегреи в ближайшие месяцы или годы, но власти проводят учения по эвакуации, чтобы подготовить население на всякий случай. Итальянский вулкан по сравнению с настоящими гигантами вроде Йеллоустоуна кажется безобидным котенком. Чтобы вулкан заслужил звание «супер», он должен быть способен породить катастрофические по масштабу извержения и выбросить огромные объемы магмы, пепла и вулканических газов. Йеллоустоун соответствует этим критериям. Несмотря на то, что он двигается время от времени, супервулкан Йеллоустоун не извергался уже 640 тысяч лет. Но когда он проснется, он может извергнуться с невероятной мощью, примерно сравнимой с энергией десятка крупных ядерных станций.
Под поверхностью Йеллоустона находится сверхгорячая область расплавленной скалы – магмы. По мере того, как все больше магмы заполняет большую полость, называемую магматической камерой, поверхность над ней начинает вздуваться. Когда магма остывает, поверхность опускается. В период между 2004 и 2009 годами Земля в Йеллоустоне поднялась почти на 10 дюймов, но затем в 2010 начала медленно опускаться. Ученые не уверены, произойдет ли извержение в ближайшее время. Существует еще один большой вулкан – Лонг-Вэлли в Калифорнии, активный с 1980 года, и он тоже представляет серьезную угрозу. Исследования этого супервулкана показали, что перед его крупнейшим извержением 760 тысяч лет назад накопление магмы могло занять менее года. А это плохая новость, потому что извержение супервулкана может иметь глобальные последствия, как и извержение вулкана Тоба в Суматре около 74 тысяч лет назад. Оно стало крупнейшим вулканическим событием на Земле за 28 миллионов лет. Оно покрывало части Индонезии, Индии и Индийского океана толстым слоем вулканического материала, почти как 6-дюймовое покрывало. Объем выброшенной породы был сопоставим с сотнями тысяч небоскребов. Огромный кратер, оставшийся после извержения, до сих пор можно увидеть из космоса. Весь пепел и газы, заброшенные в атмосферу, притянули часть солнечного света и вызвали вулканическую зиму, продолжавшуюся около 60 лет. Некоторые ученые считают, что это извержение могло даже повлиять на ранних людей. Примерно в это время численность человеческой популяции резко сократилась, и людей стало гораздо меньше. По этой теории катастрофы Тобы большинство ранних людей в Европе и Азии не пережили холод и суровый климат после извержения, тогда как удачливая группа выжила в Африке. Не все ученые согласны с этой гипотезой. Археологические и климатические данные дают и иную картину. Другой вулкан, который сильно изменил мир, это Тамбора в 1815 году. Последующий 1816 год вошел в историю как «год без лета». Было холодно и дождливо, шли снег и заморозки даже в середине лета, особенно в Европе и Северной Америке. Это произошло потому, что вулкан выбросил большое количество диоксида серы в атмосферу, который распространился по всему миру и охладил планету. Когда Тамбора изверглась, это вызвало огромные цунами, разрушившие дома и унесшие около 10 тысяч жизней. После этого еще примерно 80 тысяч человек умерли от последствий этого извержения. Похолодание уничтожило урожай, и пища взлетела в цене. Поскольку лошади были основным средством передвижения, подорожал и овес, на котором они кормились. Некоторые считают, что это даже подтолкнуло к изобретению велосипеда в 1817 году как нового средства передвижения. Извержение Тамборы охладило Землю примерно на 3 года. Однако, хотя Тамбора была очень мощной, Кракатау в Индонезии затмил ее своим извержением в 1883 году. О нем проще было распространять информацию с помощью телеграмм и фотографий. Финальный взрыв Кракатау стал самым громким зарегистрированным звуком в истории. Его слышали на 10% поверхности Земли. Извержение вызвало цунами с волнами высотой примерно в половину высоты Статуи Свободы. Если бы у нас было всего 12 месяцев на подготовку к супервзрыву, было бы очень сложно запасти достаточно продовольствия и подготовиться. Но не стоит сразу паниковать. Супервулканические извержения очень редки. Последний случился 26
1500 лет назад в Новой Зеландии. Ученые считают, что в среднем супервзрыв происходит раз в 100 тысяч лет. Печальная вещь в том, что Земля не следует идеальному графику. Могут быть кластеры супервзрывов с короткими промежутками между ними, а затем долгие тихие периоды. Поскольку уже было 2 супервзрыва за последние 100 тысяч лет, всегда есть шанс, что следующий произойдет раньше, чем мы ожидаем. Кроме того, хотя есть такие места, как Йеллоустоун и Лонг-Вэлли, где мы ожидаем активность, существуют и менее очевидные горячие точки. В Чили есть вулкан Лагуна-дель-Мау, который в прошлом извергался и оставил огромный кратер. За последние 20 лет почва там быстро вздулась, поднимаясь почти на фут в год. Некоторые беспокоятся, что это может быть признаком приближающегося крупного извержения, но ученые говорят, что магмы пока недостаточно для супервзрыва. В Боливии вулкан Джутика, в тексте Джудуранку, тоже проявляет активность. Он входит в группу вулканов, которые в прошлом вызывали супервзрывы. С 1960-х годов почва вокруг Джутуранку поднимается, но последнее извержение там было 250 тысяч лет назад. Хотя магма может подниматься, пока нет причин для серьезного беспокойства. Вероятность супервзрыва в течение нашей жизни оценивают примерно как 1 к 1400, что довольно мало, так что волноваться чрезмерно не стоит. Но, как и тот, кто выигрывает в лотерею с очень малыми шансами, супервзрыв может произойти когда-нибудь в будущем. И когда это случится, нам нужно будет быть готовыми. На этом все на сегодня. Если вы утолили свое любопытство, поставьте лайк видео и поделитесь им с друзьями. Если хотите больше, кликайте по другим видео и оставайтесь на связи.